3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Игры в темноте. Однажды вечером мама и папа пошли в гости, а с котятами осталась бабушка. Бабушка, пойдем играть с нами. Сначала мне нужно приготовить ужин, так что играйте пока без меня, а я скоро к вам присоединюсь. Здорово! Миу, 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 миу. Ой! Свет погас. Это я так хлопнул? Коржик, компот, я боюсь темноты. А чего ее бояться-то? Ты же играешь с завязанными глазами, а это все равно, что в темноте. Игра это одно, а темнота совсем другое. Котятки, вы тут? Бабушка! Похоже, свет погас во всем доме. Такое иногда случается. Нужно сходить в подвал за фонариками. В подвале же еще темнее. Может, посидим здесь, пока не включат свет? А вдруг это случится не скоро? Пойдемте, котятки, давайте все вместе туда спустимся. Ну ладно. Ой! Осторожно, тут ступеньки. Ой! Что такое, карамелька? Мне страшно. Там еще темнее, чем тут. А мне вот совсем не страшно. И знаешь почему? Темнота наш друг. Благодаря ей мы можем видеть много чудесных вещей. Например, как красиво горит свеча или как сверкают звезды. Ведь мы видим звезды только когда темно. Где же звезды? Ого! К тому же в темноте можно очень весело провести время. Особенно, если есть фонарики. Карамелька, смотри, уточка, кря-кря, кря-кря-кря. А это гора. О, автомобиль! А это бабочка. Ой, кажется, я хочу есть. И мы тоже. Ой, мои котятки, я же не успела приготовить ужин. Давайте попробуем найти здесь продукты, которые не нужно готовить. А я уже нашел печенье. А я нашел яблоки. А я морковь. Ужин готов. Вот и свет включился. Ну вот. А в темноте было так здорово. И совсем не страшно. Я знаю, что надо делать. Теперь мы снова можем играть в темноте. Здорово! Миу, 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 миу. О, котятки, что случилось? В доме выключился свет? Да. О, Это мы его выключили, чтобы устроить вечер темноты. Карамелька, ты больше не боишься темноты? Какая ты молодчина! Идемте скорее, устроим театр теней. Вот так Карамелька поняла, что темнота – это не страшно, а порой даже очень весело и интересно. Морские игры. Однажды Компот и Карамелька ждали в своей комнате Коржика. Ну и где же Коржик? Мне уже скучно. Подожди, он сказал, что придумал что-то интересное. Так.
Вот. Теперь мы можем запускать наши водные игрушки. Ух ты, я смогу запустить свою подводную лодку. А я моего дельфинчика. Здорово! Миу, 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 миу. Нашим игрушкам тут слишком тесно, даже не поплавать нормально. Это был самый большой таз, который я нашел. Можно запускать наши игрушки в ванной. Мой дельфинчик обожает плескаться в воде, а мой кораблик быстрее всех. Зато моя подводная лодка самая большая и может плавать под водой. Ой, вода вылилась на пол. Хорошо, что в ванной стены и пол не промокают. Но вода может вытекать через щель под дверью. Надо скорее заткнуть ее полотенцем. Зато у нас теперь больше места для водных игр. Раз ванная не промокает, мы можем немножко здесь поиграть. Поплыли! Давай! Я быстрее. Ой, у нас крыша протекает. Странно. Дождя нет. Ой, похоже, где-то протечка. Надо разобраться. Кисуля, в кабинете с потолка капает. И в кухне тоже. Похоже, в ванной прорвало трубу. Давай, запускай! О, кажется, там наши котятки. Котятки, вы устроили настоящий потоп? У нас с потолка уже капает вода. Простите, мы думали, что вода не вытечет из ванной. Ну вот, мы все затопили. Я знаю, что надо делать. Мы больше не будем играть в морские игры, а сейчас надо скорее все убрать. Котята с родителями пытаются убрать воду тряпками, но воды слишком много. Я устал убирать воду. Пыль убирать и то легче. Взял пылесос и все. Точно, как же я забыл. У меня же есть специальный насос для откачивания воды. Ручной насос втягивает воду и по специальному шлангу отправляет ее в бочку. Теперь на полу сухо, и с потолка ничего не капает. И что делать со всей этой водой? Мы наполним ею небольшие прудики, которые выкопаем рядом с домом. И вот там вы сможете спокойно устраивать свои морские игры. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что лучше и веселее играть с водой на улице и под присмотром взрослых. Игра в доктора. Однажды мама и папа подарили Коржику, Карамельке и Компоту набор юного доктора. Смотрите-ка, что у нас есть. Ух ты! Градусник! Куча бинтов, шапочки. Тут есть все, что нужно. Теперь вы можете играть в доктора. Здорово! Миу, 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 миу. Чур, я буду доктором. Я тоже хочу быть доктором. И я. Если все будут докторами, кого же нам тогда лечить? Мы будем лечить наших друзей. Привет! Мы играем в доктора. Вы доктора вызывали? Ух ты! Вызывали! Тогда ждите, мы выезжаем. Только захватим лекарства.
Первой надо посетить Лапочку. На что жалуетесь, больная? У меня что-то с хвостиком. Кажется, он недостаточно красивый. Так, все ясно. Тут нужна замена хвоста. Некрасивый хвост убираем, а красивый пришьем. Не надо мне другого хвоста. Сначала поставьте диагноз. Так, ничего не слышно. Может, постучать молоточком? Не надо! Мы просто перевяжем хвост бинтиком. Но только так, чтобы было красиво. Спасибо. Поправляйтесь, больная. Не держите хвост на сквозняке. И ешьте витамины. Лапочке стало заметно лучше, и наши доктора отправились в город. А на улице поднялся сильный ветер. На что жалуетесь, больной? Доктор, я превращаюсь в пришельца. У меня даже голос меняется. Ага, да у вас температура. Вам поможет сладкое космическое варенье. Очень полезное. Ой, закончилось. Вместо варенья подойдут космические уколы. От них вы снова превратитесь в себя. Или в арбуз. Или в лейку. Я не хочу никаких уколов. Успокойтесь, больной. Примите вот эту конфету и соблюдайте постельный режим. Мне уже лучше. Гоня тоже быстро поправился, но на улице пошел дождь, а ведь нужно еще успеть к пациенту Нудику. На что жалуетесь? Осенью я всегда грущу, а когда дождь, мне еще грустнее. Может, у вас болят зубы? Только не зубы. Давайте лучше, у меня болит живот. Ого, урчит. Видимо, вы проглотили пропеллер. А может, и что-то покрупнее. Это у вас, коллега. Живот от варенья урчит. Точно, это у меня. Чтобы не болел живот, пропишем вам чай с печеньем. А книжка про клоуна вас развеселит. О, я люблю клоунов, особенно их красные носы. А у вас тоже красные носы. Мама! А мы всех вылечили. Они совсем промокли. Ваши шапочки придется сушить, а вас самих придется лечить. Выпейте чай с лимоном и спать, чтобы не разболеться. На утро котята чувствовали себя хорошо. Доброе утро! Врачей вызывали? Эти апельсины от насморка лучшие в мире. А эти конфеты от кашля лучшие в космосе. А этот цветок вас рассмешит. А посмотрите-ка, что у меня есть. Ха, игрушечная сирена. Скорая помощь. А как делает сирена скорой помощи? Вот так! Миу, 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 миу. Как хорошо, когда доктора приходят вовремя. Но еще лучше, когда никто не болеет. Прятки. Как-то раз Коржик, Карамелька и Компот решили поиграть в прятки. Считаем до 5 и чур не прятаться в подвале. Договорились. Кто будет водить? Я не хочу водить. Я тоже. Фу, нелегкий был денек. Папа, поиграй с нами в прятки. Ну, пожалуйста. Папочка, пожалуйста. Ну, хорошо, котятки. Здорово! Миу, 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 миу. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Кто это у нас тут? Ха-ха, Карамелька. А это Компот. А вот и Коржик. Сыграем еще раз. О. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Эй!
Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Привет, бабуля. Ох, котятки, что-то я устал водить. Может, разок поменяемся? Я буду прятаться, а вы искать. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем искать. Я думаю, папа спрятался за диваном. Нет. А может, он в шкафу? Тут его нет. Тут его тоже нет. Котята обыскали все комнаты, но так и не нашли папу. Может, папа проголодался и спрятался в холодильнике? Но папа бы замерз, если бы так долго сидел в холодильнике. А может, он спрятался в стиральной машине? Мама же собиралась стирать белье. Мама, не включай! Там внутри может быть папа. Не волнуйтесь, я только что загрузила белье в совершенно пустую машинку. Ну вот, даже там папы нет. Мы играли в прятки и потеряли папу. Может быть, он в подвале? Нет, мы договорились, что там нельзя прятаться. Ой, а мы же с папой об этом не договорились. Простите, кажется, я заснул. Котя, ты, наверное, очень устал после работы? Ой, а мы как-то не подумали об этом. Ага, сразу попросили папу с нами играть. Я знаю, что надо делать. Надо сперва дать папе отдохнуть, а уже потом предлагать играть. Папа, иди ложись на диван и отдыхай. А я уже отдохнул и готов снова играть в прятки. Ура! Миу, 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 миу. Чур, мама водит. Ну ладно. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Теперь котята знают, что после рабочего дня обязательно надо дать родителям немного отдохнуть. Привидения. Как-то раз мама и папа устроили генеральную уборку. Так, Котя, ты пропылесосишь все комнаты, я пока помою окна, а потом мы разберем подвал. Еще нужно поменять везде постельное белье, постирать все занавески, вытереть пыль. Мы тоже хотим делать уборку вместе с вами. Даже не знаю. Вы же будете отвлекаться на игры. Не будем отвлекаться, мы справимся. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Тогда ты, Карамелька, можешь смахнуть пыль с полок, а Коржик и Компот поменяют постельное белье в детской. Здорово! Миу, 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 миу. Было бы здорово устроить соревнование по бегу в наволочках. Ага, но сперва заменим пододеяльники. Ой, Компот, ты прям как настоящее привидение. ты тоже. А я тебя вижу через ткань. И я тебя. Бу! Ой! Мама! Я только что видела двух привидений. Не бойся, Карамелька, никаких привидений не бывает. Но я их видела. Может, они живут в подвале, и мы побеспокоили их своей уборкой? Это все твои фантазии. Вот я не боюсь привидений. Я боюсь только, что не успею развесить белье на улице.
Карамелька хочет сфотографировать привидений на телефон, чтобы показать их маме. Тут их нет. Бу! Коржик, Компот, так это вы были привидениями? Ага, здорово мы тебя разыграли. Какой ужас! Мама, ты что, боишься привидений? Нет, я боюсь, что вы испачкали чистые пододеяльники. Это все Коржик и Компот виноваты. Вместо уборки стали изображать привидений. Нет, это ты виновата. Могла бы спокойно вытирать пыль, а ты стала за нами бегать. Да, из-за тебя мы упали в лужу и все испачкались. Я так и думала, что вместо уборки вы начнете играть. Я знаю, что надо делать. Надо довести все дела до конца и не отвлекаться на всяких там привидений. Отличная идея, Карамелька. Пойдемте, я выдам вам новые чистые пододеяльники. Мама, мы все сделали. Молодцы! Наша уборка почти закончена. Осталось только навести порядок в подвале. Ой, привидение! Кисуля, я нашел в подвале старые занавески. Что с ними делать? Папа! О, думаю, они отлично подойдут для игры в привидений. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что лучше сперва закончить все дела. Ведь после этого играть будет еще веселее. Принцесса Карамелька. Как-то раз мама увидела в журнале фотографию лапочки. Ой, смотрите, котятки! Ваша подруга Лапочка сфотографировалась для рекламы зефира. Ого, Лапочка тут такая классная. И смотрите, как она всем нравится. Она же изображает принцессу, а принцессы обычно всем нравятся. Карамельке тоже хочется всем нравиться. И чтобы все ее хвалили. Котятки, не забудьте, что сегодня вам надо сыграть в пыльную команду. Протрете пыль, а потом сможете гулять весь день. Пыльная команда! Карамелька надела белое платье и пластмассовую корону. Как я выгляжу? Я похожа на принцессу? Ну да, а чего ты так нарядилась? Я теперь всегда буду нарядной, как настоящая принцесса. Ваше высочество, держите тряпку для пыли. Принцессы не вытирают пыль, они делают только то, что красиво. Тогда что ты будешь делать? Просто радовать вас своей красотой. Карамелька старается выглядеть как принцесса, но братья совсем не обращают на нее внимания. Все готово. Пыльная команда побеждает пыль! Здорово! Миу-миу! Нет, я так делать не могу. Вдруг корона упадет. Это будет некрасиво. Черника. Черника вредна для улыбки, а у принцессы улыбка всегда должна быть белоснежной. А? А? Принцессам нельзя кататься с горки. Вдруг платье испортится.
она упадет. И в пиратов принцессам играть нельзя. А что же мне делать? Стоять и радоваться своей красоте. Ой, наш корабль носит ветром. Держи его! Прямо по курсу наш домик на дереве. Наш кораблик сейчас разобьется! Я знаю, что надо делать! Вот это да, Карамелька! Как ты круто придумала остановить наш корабль! Да, ты все время нас выручаешь, даже когда изображаешь принцессу. Спасибо, но я больше не хочу быть принцессой. Я хочу быть просто Карамелькой. И в следующий раз ты будешь с нами в пыльной команде? Здорово! Миу, 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 миу. Впереди земля, бросаем якорь. Есть, капитан! Вот так Карамелька поняла, что ей совсем не нужно быть принцессой, чтобы братья ею восхищались. Они и без того считают свою сестренку самой классной на свете. Пианино. Однажды Карамелька захотела научиться играть на пианино. Спасибо! Теперь я смогу играть разную музыку. Например, колыбельную перед сном. Или что-то бодрое для наших игр. Но сначала надо научиться играть. И мама Лапочки в этом поможет. Здорово! Миу, 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 миу. Итак, займемся гаммами. Теперь ты сыграй. Теперь в другую сторону. Замечательно, а теперь все с самого начала. Коржику и Компоту занятия Карамельки кажутся скучными. Не то, что любимый сериал про пиратов. Пара-па-пам-па-пара-па-пам-пам. Па-пара-па-пам. Через час занятия Карамельки закончились. И надо играть гаммы каждый день по полчаса. До свидания. До свидания. До свидания. На следующее утро котята собирались играть во дворе в пиратов. Карамелька, не забудь, что тебе надо полчасика поиграть в гаммы. Карамелька, я не слышу музыки. Уже начинаю. Пиратский корабль идет к острову сокровищ. А на нас напало морское чудище! Не дадим ему съесть наш корабль. Из-за этих гам я пропускаю все интересное. Но ты мне поможешь. Свистать всех наверх. А как же твои гаммы? Гаммы? Прекрасно. Добрый день. Добрый день. Я зашла узнать, как дела у Карамельки. А она как раз играет гаммы. Ой! Пара-па-пам-па-пам-пам. Юх! Па-пара-па-пам. Хей!
Карамелька, если не хочешь играть на пианино, так и скажи. Я правда хочу. Но зачем нужны эти гаммы? Гаммы нужны, чтобы тренировать лапки, чтобы ты могла сыграть любую мелодию. Вот послушай. Это же музыка пиратов. Я хочу ее сыграть. Папара-папам, хей! Что-то ты пока не очень справляешься. Я знаю, что надо делать. Я буду играть гаммы, чтобы тренировать лапки. Через пару занятий Карамелька собрала всех в детской. Умничка! Браво! У тебя получается. Значит, гаммы и правда помогают. И правда помогают. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так, благодаря любимой мелодии, Карамелька стала заниматься музыкой, чтобы приносить больше радости всем вокруг. Арбузный день. Как-то раз котята с родителями отправились на арбузный фестиваль. О, какая громадина! А вон там призовой арбуз. Ого, вот бы его попробовать. Дорогие друзья, вы можете выиграть этот чемпионский арбуз. Надо только победить в семейных соревнованиях. В команде должно быть 2 взрослых и 1 котенок. Чур я за котенка. Папа, мама, давайте поучаствуем. А мы с Компотом будем за вас болеть. Отличная идея. Если мы выиграем, то этого арбуза нам хватит надолго. Здорово! Миу, 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 миу. Прошу за мной! В соревнованиях принимают участие еще Гони и Сажик со своими родителями. Начинаем первый тур. Надо пробежать по этим мячикам и не упасть в воду. Каждый участник – это 1 балл. Приготовились? Начали! Вперед! Хорошее начало! Похоже, все справится с этим заданием. Не переживайте, папа, шанс на победу еще есть. Такую жару не мешает искупаться. После первого тура команда Сажика опережает других на 1 балл. Ну вот, наша команда проигрывает. Они еще могут выиграть, если победят в следующих турах. Мама, Папа, коржик! Итак, второй тур. Участникам нужно проехать на огромной бочке, перебирая ногами. Это очень непросто. Я так в детстве катался на бочках. это же было 100 лет назад. Ты помнишь, как это делать? Папы ничего не забывают. Давай, папа! Ого, вот это техника! Вам бы в цирке выступать! Ой. Да, не все дошли до финиша, но при этом очки равны. Теперь все решит третий тур. Нужно попасть этим мячом в корзину. Начинает команда Сажика. Команда Гони сравнивает счет. Наша команда может выиграть. Теперь все зависит от коржика. Кто-нибудь помогите!
Отличный бросок Коржика, похоже, меня спас. Но на табло ничья. И по нашим правилам приз не достанется никому. Нет, пускай Коржик будет победителем. Мы согласны, он это заслужил. Приз Коржику! Точно! Ну, раз так, чемпионский арбуз присуждается команде Коржика! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Я знаю, что надо делать. Мы поделимся арбузом со всеми участниками. Вот так команда Коржика выиграла главный приз. А котята поняли, что хороший поступок – это тоже победа. Киношедевр. Однажды Коржик, Карамелька и Компот задумали снять фильм. Мы хотим снимать кино, но не знаем как. Вам нужен сценарист, режиссер и кинооператор. А кто это такие? Сценарист придумывает, что будут делать актеры. Режиссер говорит актерам, как им играть. А кинооператор снимает все на камеру. Я буду сценаристом. А я буду режиссером. А я кинооператором. У меня же нет кинокамеры. Не беда, можно снимать просто на телефон. Мы будем снимать фильм. Можно я возьму твой телефон? Мне нужна камера. Можно, только не потеряй. Ура! Миу-миу-миу-миу. На съемку пришли актеры Нудик, Гоня и Лапочка. Привет! Что это за костюмы? У нас будет фильм про пиратов. Тогда я буду красивой принцессой пиратов. А я пришелец и буду делать вот так. Пиу-пиу-пиу. А я всегда хотел сыграть клоуна. Ну, даже не знаю. У пиратов должен быть корабль. Швабра и покрывало очень похожи на мачту и парус. Оператор готов? Ого. Делайте же что-нибудь, а то будет скучное кино. Мы устроим качку, будто корабль попал в шторм. О, прыгать я могу. Я же клоун. Ну что это такое? Наш корабль затонул. Пиу-пиу. А что у нас по сценарию? Пираты в открытом море и с ними кит. А кто же сыграет кита? Коржик попросил папу сыграть кита. Папа заворачивается в покрывало. Буль-буль-буль, я огромный кит. Буль-буль-буль-буль-буль. А я хочу спеть красивую песенку. На мамин телефон позвонила бабушка. Алло, бабуля, это не мама, это Компот. Мы снимаем фильм. В лесу родилась елочка, в лесу зимой и летом стволяет. Компот, ты это снял? Я потерял мамин телефон. Буль-буль, мама наверняка расстроится. Там же наш фильм. Давайте его искать. Но найти телефон в кустах оказалось совсем непросто. Что я теперь скажу маме? Я знаю, что надо делать. Папа, дай свой телефон. Карамелька набирает номер мамы. Мамин телефон нашелся. А вечером состоялась премьера. А вдруг и мне понравится наш фильм? Минуту внимания! Сегодняшний фильм побеждает в номинации «Лучший фильм года». Здорово! Миу-миу-миу-миу!
Просим создателей выйти на сцену и получить награду. Вот так Коржик, Карамелька и Компот сняли настоящий киношедевр, потому что он понравился всем без исключения. Домашнее телевидение. Однажды котята ждали, когда папа принесет новый телевизор, потому что старый сломался, и его сдали в переработку. Котятки, а вот и новый телевизор. Здорово! Миу, 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 миу. Так, готово. Включайте. Можно я? А что он говорит? Коржик, сделай погромче. Я делаю. Звука нет. Придется вести телевизор обратно. Пусть меняют по гарантии. Не надо ничего менять. Я сам его починю. Мне только нужны мои инструменты. Меня показывают по телевизору. Эй, всем привет! Так, ну вот, теперь все будет работать. Какой наш папа молодец! Умеет чинить телевизор. Или не умеет. Ну, это... Пожалуй, отвезу его в мастерскую. Пусть посмотрят. Что-то папы долго нет. А вдруг мастер не сможет починить телевизор? Эх, похоже, его уже не спасти. А если телевизору наложат повязку? Ну скоро он поправится, не видно же ничего. А вдруг он вернется из мастерской не таким, как прежде, и будет зависать? Я знаю, кто совершил это дерзкое преступление. Это никто иной, как... Ну кто же это кто? Или сам будет выключаться? Нападающий стремительно несется к воротам. Похоже, сейчас будет. Нет, только не сейчас. А где телевизор? Все в порядке. Там просто одна деталь сломалась. Ее починят, и завтра мы сможем его забрать. Что? Только завтра? Это целая вечность. Мы успеем состариться. Целый день без телевизора. А, какая скукотень. Я знаю, что надо делать. Мы сами придумаем и покажем что-нибудь интересное. И тогда нам точно не будет скучно. Ура! Миу-миу-миу-миу. Внимание, включаю. Коржик изображает разные спортивные передачи. Компот показывает прогноз погоды. Котята дают концерт и демонстрируют разные фильмы. Котята и их родители показали друг другу много интересных передач и даже без телевизора прекрасно провели время. Подожди, не уходи. Нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу!